Сотрудница банка смотрела на мальчика с подозрением и холодно сказала: «Ты уверен, что не украл эти деньги?» «Нет, мэм, я заработал их честно», — тихо ответил Джейк. «Посмотри на себя. Сейчас вызову полицию», — отрезала она. Мальчика буквально вытолкнули из отделения. Никто тогда не догадывался, что именно этот ребенок однажды навсегда изменит судьбу этого банка. В тот вечер бабушка Эмма не могла сдержать слез. 12-летний Джейк прижимался к ней и рыдал. «Я больше никогда не пойду в банк. Они меня ударили, они сказали, что я вор». Эмма не понимала, как взрослые могли быть настолько жестокими. Утром того дня они пришли в отделение банка в Бирмингеме, чтобы положить на счет небольшую сумму, все сбережения семьи. Но как только сотрудники за стойкой увидели мальчика в поношенной одежде, начались насмешки. «Он либо пришел просить милостыню, либо украсть», — услышал Джейк. Охранник грубо оттолкнул его, а когда мальчик попросил воды, ему отказали. «Это не для таких, как ты». Весь зал видел происходящее, и все молчали. Единственным, кто не смог пройти мимо, оказался Майкл Харрис, местный журналист. Он незаметно снял все на телефон, а вечером пришел к ним домой, в маленькую хижину на окраине Ковентри. Эмма рассказала правду. Много лет назад она нашла Джейка плачущим на автобусной станции. Родителей рядом не было. Полиция так и не помогла. С тех пор он стал ее миром. Она также призналась, что тяжело больна и нуждается в срочной операции, на которую у нее нет денег. Майкл смонтировал видео и выложил его с подписью: «Если бедный ребенок, значит вор. Это ли наше общество?» Видео стало вирусным. Его увидел Роберт Мейсон, владелец той самой банковской сети. Сначала он хотел пролистать, но внезапно услышал фразу Эммы про автобусную станцию. Ту же самую, в тот же день, в тот же час, когда много лет назад пропал его маленький сын. Сердце Роберта сжалось. Он срочно отправил своего доверенного менеджера Дэниела Вуда по указанному адресу. Когда тот увидел Джейка и больную Эмму, сомнений почти не осталось. Их немедленно отвезли в лучшую клинику Лондона. Операция прошла успешно. Роберт прилетел первым же рейсом и настоял на ДНК-тесте. Через несколько дней пришел результат. Джейк был его сыном. Годы поисков закончились. Роберт плакал, обнимая мальчика, а затем взял Эмму за руку. «Вы дали моему сыну больше, чем многие родные матери. С этого дня вы – часть моей семьи». Но на этом история не закончилась. Роберт решил, что справедливость должна быть не только личной. На следующий день он пришел в банк вместе с Джейком. Мальчик нес тяжелую сумку, наполненную деньгами. Он подошел к той самой стойке и спокойно сказал: «Вы говорили, что я вор и не имею права быть здесь. Вот деньги, положите их на счет». В зале повисла тишина. В этот момент вошел Роберт Мейсон и объявил: «Этот мальчик – мой сын, а сотрудники, унизившие его, уволены с этой минуты. Людям без человечности не место в нашем банке». Новость мгновенно разлетелась по СМИ. Вирусное видео. Униженный мальчик оказался сыном владельца банка. Но главное изменение было не в заголовках. Роберт реформировал систему обслуживания, ввел строгие правила уважения к каждому клиенту и превратил банк в пример социальной ответственности. Джейк пошел в хорошую школу. Эмма получила уход и спокойный дом. А Роберт понял простую истину. Настоящая ценность не деньги, а то, как ты относишься к самым беззащитным.